Почти 2 недели неравнодушные люди из разных уголков Беларуси переживали за судьбу Рыжего, добродушного бездомного пса, который жил на автостанции. Рыжего вывезли за много километров от места, которое он считал своим домом. Он появился в городе в минувшем августе, большой рыжий пес в добротном кожаном ошейнике. Марина увидела его через окно, и что-то сразу щелкнуло. Ей было его очень жалко. Она видела, что пес был худой. Она решила покормить его, собрала еду, но когда вышла, Рыжего уже не было. Этот рыжий беспризорник настолько ее тронул, что она отправилась его искать. Вскоре рыжий пес объявился вновь, уже без ошейника, сильно прихрамывая на одну лапу. «Вы не представляете, что это за собака», — говорит Марина. Несмотря на то, что ему досталось от людей, он не только не стал хоть чуточку агрессивным, но и наоборот, продолжал тянуться к каждому, хотел, чтобы его приласкали. Можно сказать, ему уже достаточно было просто находиться с человеком рядом. Я считаю, не каждый человек достоин иметь такую собаку. Рассказать о своем прошлом Рыжий, как его стали называть, понятно не сможет, но Марине кажется, что оно было счастливым. Такая добрая и доверчивая собака вряд ли выросла на улице. Что случилось с ним потом, мы, наверное, не узнаем никогда. Рыжий нашел себе пристанище на местной автостанции. Ему нравилось встречать и провожать пассажиров рейсовых автобусов. Случалось, что тут его угощали сосиской или пирожком. В холодные дни пускали погреться в киоск. А Марина каждый день садилась на велосипед и отправлялась к Рыжему, чтобы его накормить. Он большой, но совершенно беспомощный, рассказывает Марина. Собакам, которые родились и выросли на улице, хоть и тяжело, но они кое-как приспособились к такой жизни. То там, то тут найдут, что перехватить, а Рыжий этого не умеет. Марина стала постоянной покупательницей мясного отдела соседнего магазина. «Ты своему Рыжему еще шашлык купи», — говорила продавщица. «Сейчас такое время, что люди, случается, голодают, а ты вон собаку какую-то жалеешь». «А люди сами распоряжаются своей жизнью, у них есть выбор», — отвечала Марина, «а животные свою судьбу не выбирают». Больше всего Марина хотела бы забрать Рыжего к себе, но она понимала, что 5 человек в небольшой квартире и крупная активная собака – это нереально. Марина возила Рыжему еду, уговаривала сотрудников из отлова, чтобы они не замечали ее подопечного во время своих рейдов. Когда Рыжего укусил клещ, прямо на автостанцию вызывала ему ветеринара. В обычный январский день Марина привезла Рыжему обед. «А Рыжего нет», – огорошила ее продавщица станционного киоска. «Как нет?» Выяснилось, что какие-то подростки угостили добродушного пса сосиской и позвали с собой в автобус. Водитель подтвердил, что пес доверчиво вошел в автобус за мальчишками, вышел с ним на дальней остановке. Обратно они вернулись уже без собаки. «Я до сих пор не знаю, что за цель была у этих ребят», — говорит Марина. «К сожалению, наиболее вероятный вариант — это то, что Рыжий кому-то не понравился. На автостанции много людей, а какая-то собака болтается под ногами. Вот и попросили подростков отвезти пса куда-нибудь подальше». Марина не находила себе места. Где Рыжий? Вдруг он сейчас замерзнет где-то в лесу, привязанный к дереву. Марина расспрашивала водителей автобусов, публиковала объявления с отчаянной просьбой о помощи в поиске Рыжего, связалась с волонтерами службы спасения животных. «Волонтеры были со мной постоянно», – рассказывает Марина. «Помогали организовать поиск, координировали действия. Без их помощи у меня одной ничего бы не получилось. Рыжий удивительный, за него, по-моему, переживала вся Беларусь». Марина с подключившимися к поиску неравнодушными людьми объезжали окрестные деревни, расспрашивали людей, расклеивали листовки,
Волонтеры даже объявили вознаграждение тому, кто поможет найти Рыжего. Время от времени кто-то говорил, что вроде где-то заметили рыжую собаку, но каждый раз надежда оказывалась ложной. Мороз усиливался, и тут на Марину налетел и чуть не сбил с ног настоящий вихрь. Рыжий услышал ее голос и со всех лап летел на этот зов. Я почти каждый день пересматриваю видео нашей встречи, которые сняла тогда Виктория, признается Марина. Слез держать невозможно. Это счастье в чистом виде. Спасенному Рыжему начали искать дом. Это собака-компаньон, ему нужен человек. Пока шли поиски, Марина, опасаясь за его судьбу, вынуждена была оставлять его на ночь в сарайчике, но он ужасно плакал. У нее сердце кровью обливалось, когда он умоляюще смотрел в ее глаза. «Не уходи, не оставляй меня одного, мне страшно». Марина гуляла с Рыжим по 4 часа, чтобы он понял, что он не один, что его не бросят. Но Рыжий переживал. «Найти дом крупной собаки сложно», – вздыхает Марина. Даже Рыжий, который влюбляет в себя из первого взгляда, не исключение. Мы нашли ему передержку и уже собирались везти его туда. И тут случилось чудо. Ирина была одной из тех, кто переживал за Рыжика все дни поиска. У их семьи дом с участком. Есть собака, которая живет с ними мирно и счастлива уже 10 лет. Несколько дней Ирина уговаривала мужа взять Рыжика, и, наконец, тот сдался. «Берем». «Мы повезли Рыжика знакомиться», – рассказывает Марина. Она очень волновалась. Вдруг его не примет собака Ирины. Рыжий настолько добродушный и дружелюбный. Он хотел дружить со всеми местными собаками, но они его прогоняли. Тревоги Марины оказались напрасными. Встреча прошла на высшем уровне. Теперь у Рыжего есть любящая семья, теплая будка и даже верная подружка, с которой можно бегать и играть, никого и ничего не опасаясь. Марина часто думает, что, возможно, все так и должно было случиться, но счастливый финал истории Рыжего – это награда за те невзгоды, которые ему довелось пережить. «Как-нибудь летом я хочу съездить навестить Рыжего», – говорит Марина. «Только издалека на него посмотрю. У него ведь теперь есть хозяева. Ему есть кого любить».